Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 18 мая, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2. По данным Китайского центра сейсмических сетей, подземные толчки были зафиксированы 18 мая в 00 часов 21 минуту по пекинскому времени в районе Люнань городского округа Лючжоу. Их очаг залегал на глубине 8 километров. Эпицентр находился на территории поселка Таянцун, примерно в 16 километрах от центральной части Лючжоу. Сейсмическое событие стало сильнейшим для этой местности за последние 5 лет и вызвало серию авторшоков с магнитудой от 2,2 до 3,3. Сильные колебания почвы ощутили жители многих соседних городов, включая Наннин, Гуйлинь, Учжоу и Хэчи, а незначительное эхо землетрясения докатилось даже до крупных мегаполисов соседней провинции Гуандун, таких как Шэньчжэнь и Фошань. Удар стихии привел к обрушению 13 жилых домов и вызвал сильную панику среди населения. Разбуженные посреди ночи люди массово выбегали на улицы в поисках безопасных открытых пространств. Согласно официальным отчетам, в результате обрушения зданий погибло 2 человека. Сначала 3 местных жителей числились пропавшими без вести, однако в ходе поисково-спасательной операции из-под завалов удалось извлечь живым 91-летнего мужчину. Еще 4 человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, угрозы для их жизни нет. Из наиболее пострадавших и опасных зон спасатели экстренно эвакуировали и переместили во временные убежища более 7 тысяч человек. Китайские власти незамедлительно развернули масштабную спасательную операцию. Несмотря на повреждения отдельных строений, коммунальная инфраструктура Лючжоу выстояла. Системы электро-, газоснабжения и телефонной связи работают в штатном режиме. Также не зафиксировано серьезных сбоев в работе транспортной системы региона. В американском штате Айдахо на авиабазе Mountain Home во время проведения авиашоу Gunfighter Skies произошло столкновение 2 самолетов палубной авиации ВМС США. Столкнувшимися бортами оказались двухместные самолеты радиоэлектронной борьбы «Гроулер». Это специализированная модификация истребителей F-18 Super Hornet. Самолеты выполняли совместные маневры на относительно низкой скорости, когда произошло их опасное сближение и физический контакт в воздухе, в результате которого началось разрушение фюзеляжа. Все 4 пилота успешно катапультировались до того, как обломки техники рухнули на землю. Организаторы авиашоу отменили оставшуюся часть программы. Специально созданная комиссия Пентагона проводит расследование причин инцидента. В субботу жители канадской провинции Альберта столкнулись с возвращением зимней погоды. На регион обрушился сильный снегопад, серьезно нарушивший планы граждан на майские выходные, приуроченные к Дню Виктории. По сообщениям Метеорологической службы Канады, холодный фронт и зона низкого давления принесли в Калгари обильные осадки, из-за чего в северных и западных частях города утренний дождь быстро перешел в плотный мокрый снег, а столбики термометров опустились до нулевой отметки. Непогода привела к ухудшению видимости на дорогах, в связи с чем транспортные службы призвали автомобилистов проявлять предельную осторожность из-за угрозы гололедицы и быстро ухудшающихся дорожных условий. Кроме того, метеорологи выпустили предупреждение о заморозках. Несмотря на то, что майские снегопады не являются уникальным феноменом для предгорных районов Альберты, этот шторм стал настоящим испытанием для тысяч отдыхающих и любителей кемпинга, которым пришлось спешно адаптироваться к суровым зимним условиям посреди весны. В
Хорватии в международном аэропорту Сплит экипаж пассажирского самолета Airbus A220-300 авиакомпании Croatia Airlines, выполнявшего регулярный международный рейс во Франкфурт, во время разгона по взлетно-посадочной полосе принял решение прервать взлет на скорости приблизительно 242 км в час. Сразу после начала экстренного торможения самолет потерял курсовую устойчивость, отклонился влево и совершил выезд за пределы асфальтированного покрытия. Двигаясь по мокрому травяному газону, лайнер на протяжении нескольких десятков метров сносил сигнальные огни и вертикальные навигационные указатели аэродрома. В процессе выкатывания из-под шасси повалил густой дым, а левый двигатель получил повреждения. Несмотря на драматизм ситуации, пилотам удалось остановить поврежденный самолет, на борту которого находились 130 пассажиров и 5 членов экипажа. Все находившиеся в салоне люди были оперативно эвакуированы и доставлены в здание терминала. Никто из них не пострадал. Из-за аварии работа аэропорта Сплит была заблокирована примерно на 3 часа, что привело к задержке десятков рейсов и перенаправлению прибывающих бортов на запасные аэродромы в Загреб и Задар. Расследованием причин инцидента с самолетом, который пополнил флот перевозчика менее года назад в рамках программы модернизации, сейчас занимаются Хорватское агентство по расследованию авиационных происшествий и Национальный авиационный регулятор. Гигантская стена пыли и экстремальные грозы обрушились на выходных на северные и западные районы штата Канзас. В районе города Квинтера сформировалась мощная грозовая суперячейка, сильные нисходящие потоки которой подняли в воздух огромные массы сухого грунта. Пыльная буря возникла на фоне затяжной засухи в регионе и продвижения холодного фронта со скоростью ветра, достигавшей 110-130 км в час. Плотное облако пыли практически мгновенно поглотило Квинтер и соседний город Окли, видимость на автомагистрали I-70 упала практически до нуля. Национальная метеослужба США объявила в пострадавших округах Канзаса одновременно 2 предупреждения о сильной грозе и о масштабной пыльной буре. Синоптики подчеркнули, что данная суперячейка несет в себе угрозу выпадения крупного града диаметром до 6,5 см, а также высокую вероятность формирования разрушительных торнадо. Местным жителям было рекомендовано немедленно покинуть открытые пространства и укрыться в капитальных строениях до прохождения атмосферного фронта. Масштабное наводнение охватило южные и юго-западные регионы Китая. В западной части провинции Хунань обильные осадки не прекращаются 3-й день подряд, в результате чего местные реки вышли из берегов. Аналогичная критическая ситуация сложилась и в соседнем уезде Сюшань города центрального подчинения Чонцин, где хлынувшие потоки воды затопили населенные пункты и инфраструктуру. Наиболее тяжелые последствия непогоды зафиксированы в Гуанси-Джуанском автономном районе. В городском округе Хэчи из-за экстремального ливня, объем осадков которого достиг 320 мм, произошла трагедия. Пикап, перевозивший 15 человек, упал в бурлящие паводковые воды. Прибывшим на место происшествия спасательным службам удалось вытащить живыми только 5 человек, 1 пассажир погиб, а еще 9 числятся пропавшими без вести. Государственный комитет КНР по минимизации ущерба от стихийных бедствий экстренно направил в пострадавший регион специальную рабочую группу для координации поисково-спасательной операции, ликвидации последствий наводнения и оказания помощи местным властям. В городе Бхилвара в индийском штате Раджастхан сформировался мощный пылевой вихрь. Атмосферное явление возникло в разгар дневного зноя, когда экстремально высокие температуры в регионе привели к сильному перегреву земной поверхности и подъему восходящих потоков воздуха. Очевидцы зафиксировали, как стремительно вращающийся столб из песка, пыли и мелкого мусора поднялся на высоту нескольких десятков метров и прошел вдоль проезжей части и рыночных рядов. Порывы ветра в эпицентре вихря привели к падению легких уличных конструкций, рекламных вывесок и тентов. Пылевой дьявол бушевал в районе перекрестка в течение нескольких минут, после чего постепенно ослаб и рассеялся, не оставив после себя серьезных разрушений. По предварительным данным экстренных служб округа Бхилвара, в результате инцидента никто не пострадал.
В Хабаровском крае на 28-м километре трассы Николаевск на Амуре многовершинная, в районе реки Вайда-Бурный, поток воды полностью уничтожил насыпь объездной дороги. ЧП случилось в тот момент, когда по участку проезжал легковой автомобиль. В результате дорожное полотно буквально смыло под колесами транспортного средства. Машина застряла в хлынувшем потоке, а ее салон начало стремительно заливать водой. Очевидцы происшествия попытались достать автомобиль с помощью внедорожника, однако это им не удалось. Данный объездной маршрут использовался водителями вынужденно, поскольку основной капитальный мост на этом участке находится в аварийном состоянии уже около 10 лет. Из-за разрушения временной насыпи движение по дороге, связывающей Николаевск на Амуре с поселком Многовершинный и другими близлежащими населенными пунктами, оказалось заблокировано. К месту аварии была направлена дорожная техника для ликвидации последствий. Однако проведение восстановительных работ осложняется тем, что сильное течение реки продолжает активно размывать остатки земляного полотна. Недавно открытый околоземный астероид 2026 GH2 сегодня совершит чрезвычайно близкий, но абсолютно безопасный пролет мимо Земли. По данным лаборатории реактивного движения НАСА, космический объект приблизится к нашей планете около 21 часа 23 минут по всемирному времени, малое по астрономическим меркам, расстояние около 91 тысячи километров, что составляет всего 24% от дистанции между Землей и Луной. Небесное тело, чей диаметр ученые оценивают в диапазоне от 15 до 35 метров, было обнаружено всего несколько дней назад, 10 мая, в ходе обзора неба в Аризоне. Астероид принадлежит группе Аполлонов, то есть его вытянутая орбита пересекает земную, улетая вглубь Солнечной системы почти до Юпитера. Несмотря на то, что объект пройдет значительно ниже Луны и даже пересечет орбиты некоторых геостационарных спутников связи, астрономы полностью исключают риск столкновения. Даже в случае гипотетического вхождения в атмосферу, тело таких масштабов почти полностью разрушилось бы и сгорело, не вызвав глобальной катастрофы. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.